they got all the right friends and all the right places. So yeah, we're going down. They got all the right moves and all the right faces. So yeah, we're going down. I said everybody knows where we're going. Yeah, we're going down. I said everybody knows where we're going. Yeah, we're going down. They got all the right faces. So yeah, we're going down. They got all the right faces. So yeah, we're going down. I said all the right faces. So yeah, we're going down. They got. Доброе утро, гайс! Добро пожаловать ко мне на канал, я рада вас всех приветствовать. В общем-то, день Икс настал, и я наконец-таки еду в Москву. Еду я абсолютно спонтанно, и в этом вы, наверное, убедились, судя по тому, как я выложила влог. А влог я выложила уже, наверное, после приезда, потому что я хочу его сделать длинным, и думаю, оно выйдет минут на 20-30, возможно, я не знаю, как пойдут события. И я очень надеюсь, что вы оцените этот влог. Не забывайте подписываться на канал, включать колокольчик и комментировать. Я очень жду вашу отдачу. Ну, а мы начинаем этот день, этот влог и эту неделю. Погнали, гайс! Ну что, гайс, теперь я сижу и смотрю на вещи, которые собираюсь брать, и их первый раз в моей жизни так мало, потому что я еду всего лишь на неделю, может, чуть даже меньше, и все равно я нервничаю, все равно я в каком-то предвкушении, потому что мне нужно садиться на самолет опять-таки, а к самолетам я, ну так, 50 на 50 отношусь, потому что когда, короче, самолет взлетает, я теряю всю свою самоуверенность, и мне до такой степени становится страшно, что я думаю, что это конец, это просто конец, но я себя стараюсь настраивать, мне помогает сестра, и мне помогают леденцы. Я уже говорила, да, что они меня успокаивают в моем предыдущем видео, где я про сумку что-то там писала. Ну, короче, сама суть. Надеюсь, все будет хорошо, просто держим пальчики. О, господи, посмотрите, кто разлегся на моих вещах уже. Кто не может меня отпустить, you know. И вот я наконец-то выдвигаюсь из дома, дорога до аэропорта занимает у меня ровно 30 минут. И несмотря на то, что до регистрации у меня оставалось еще 2 часа, я все паниковала в машине и думала, что я не успею, поэтому я очень торопилась. Ну и, конечно, так как это мой первый самостоятельный полет, я безумно нервничала по поводу своих документов, перелетов и всего прочего. Однако регистрация, выход на посадку и все остальное оказалось проще, чем я думала и чем представляла у себя в голове. И вот, наконец-то, завершив всю официальную часть, я нахожу свой выход на посадку, занимаю свободное место и просто жду свое время. Конечно, без приключений моя жизнь не обходится, и мой рейс задерживается на полчаса, но народ это не останавливает, как и очередь к выходу. Именно в этот момент, когда я прохожу этот коридорчик, который ведет к моему самолету, в моей голове проносится мысль о том, что ты смогла, Арифова. Я действительно не могу поделиться с вами теми эмоциями, чувствами и ощущениями, которые я испытывала в тот момент, когда я гордилась собой и понимала то, что у меня все получится, стоит мне только захотеть. Ну и как вы можете заметить по моему лицу, я безумно нервничаю и становлюсь очень эмоциональной от осознания того, что сейчас самолет взлетит. Чувство это просто неописуемо, потому что это нужно испытать самому. Именно в эту секунду я буквально вела отсчет не на жизнь, а на смерть. Я знаю. С погодой в этот день мне очень повезло, потому что я могла наслаждаться прекрасными видами из своего окна. И единственный минус этого полета для меня был в том, что мы обязаны были носить маску все время полета. И вот через 1,5 часа я приземляюсь в Москве. Москва, к сожалению, встречает меня со слезами счастья на глазах. Но даже это не сможет испортить мне настроение.
Теперь мне осталось найти только свою сестру в аэропорту, потому что багажа у меня нет. You see, say hello to my friends. Hello, bitches. I'm fine. Как долетел? Хорошо. А почему эти раритетные машинки везде стоят? Это машинка коллекционная нашего банка. Последний раз на этом самом месте я была 2 года назад, а кажется, как будто только вчера. Look at this bitch. И, о боже, наконец-то мы отправляемся домой. Погнали! Москва слезам не верит, you know. Оно заверит. Оно встречает и плачет. Не приезжай сюда, не переезжай. Ой, не ври, она просто плачет от того, что я приехала. Москва говорит, нахер. Не ври, бро, не ври. Не знаю, как передать вам эти эмоции, но именно Домодедовский аэропорт всегда вызывает во мне кучу эмоций и всегда впечатляет. Ну и, конечно, куда без хавчика, да? Я не могу поверить, что я это говорю, но я наконец-таки в Москве, и я дома у своей сестры. Как ты хотела эти слова просто сказать и осознать? Я капец какая уставшая, я даже не знаю. Я устала не от того, что я была там на самолете или что-то такое. Именно устала от стресса, который я сегодня испытала. Просто я первый раз в своей жизни сама куда-то полетела, без ответственности, без согласия родителей. Как бы мне уже есть 18, и мне это все разрешили делать самой. Это было просто офигенно, но такой стресс... Я просто даже не могу передать словами, насколько это было нервозно и насколько страшно мне было что-то сделать не так, но, как бы видите, я совсем справилась, а это значит, что и у вас все может получиться, стоит только захотеть этого, гайс. Рейс пошел офигительно, я даже не успела музыку нормально послушать, как все закончилось, и сейчас вечерний план — это просто наслаждаться фильмом с сестрой, кушать хавчики, но просто отдыхать. Потому что с завтрашнего дня начнется то, ради чего я сюда приехала. Надеюсь, это будет тоже не так уж муторно, но, тем не менее, это ответственно. Say something, bro. Bro. Подожди, Донателло. Рафаэлло. Где красавчик? Мы влюбляемся в черепашек. Черепашек ниндзя. И мультики будут. Я опять закончила видео в ванной. Это уже, наверное, традиция моего канала и моих влогов. На сегодня я прощаюсь с вами, гайс. Надеюсь, вам понравился этот влог. Вы не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. Ну а я желаю всем спокойной ночи, или доброго утра, или доброго дня. Не знаю, когда вы это смотрите. Я просто обнимаю каждого, обожаю каждого. What's up, guys? What's up, what's up, what's up? Новое утро и новый день, который обещает быть очень-очень классным. Надеюсь, вы останетесь со мной и проведете его со мной. Ну а наши приключения сегодня начинаются. Погнали! Любовь — это когда она выпрямляет твои волосы. I'm in love. Just my baby. Hello. Готова к сегодняшним приключениям? Я вообще-то должна спать. Да, у нее сегодня единственный выходной, но кто стоит передо мной, правда? Моими делами. Смотрите, как сосредоточено. Ну что, гайс, мы посмотрим. Время уже 10 утра. Мы сейчас допьем чай и уже будем выходить. Нам нужно сначала на автобус, а потом до метро. Обещаю. Мы успели собраться, успели накраситься, успели одеться. И, господи, никогда не думала, что в место, куда мы собираемся идти, надо так одеваться прилично. Но что? Мы уже готовы выйти. You see. В общем, мы уже сели в маршрутку. И сейчас нам нужно будет доехать до метро. До какого метро у нас? Короче, метро на Домодедовскую, чтобы поехать в посольство. И сегодня я отобрал фото своей сестры, чтобы притворяться rich bitch. You know. А свои отдала ей. Круговорот поц в природе. Вы не поверите, но мое самое любимое место в Москве — это метро. Атмосфера, люди, эстетика — это все настолько завораживающе, что я просто не могу вам описать свои эмоции.
Что ты мне кадр портишь? Но почему-то езды на эскалаторах я всегда боялась. И вот, наконец-то, то дело, ради которого я и приехала, собственно, в Москву. Мне в срочном порядке понадобилось оформить себе второй заграничный паспорт в своем посольстве. И именно эта задача дала мне возможность прогулять несколько дней учебы. Короче, мы пытаемся найти свое посольство, и делать это довольно-таки сложно, когда твоя сестра не шарит в картах. Ты как будто шаришь. Я вообще за это не бралась. Понимаете, я и карта, это разные вещи. You know, И человек через месяц получает права. Да, да. Мы сейчас находимся на переулке, где находятся разные посольства мира. И это так интересно, но снимать их нельзя, потому что стоит охрана, стоят полицейские и выглядит... Капец, ну. Я уже 3 раза так упала. И выглядит это немножко устрашающе, поэтому снимать я это не буду. Но, может быть, что-то сниму. И, конечно, удача была на нашей стороне в тот день, и мы все быстро решили. И я в который раз для себя поняла, что деньги решают абсолютно все в этом мире. Так, немного впечатлений от моей сестры. крик души. Я хочу вам сказать, я ненавижу подавать документы, ненавижу собирать их, ненавижу ходить по посольствам, потому что эти очереди, вот это надменные взгляды этих людей. И ладно, окей, там бы был какой-нибудь мужчина, но если там сидит женщина, еще она вот так на тебя смотрит, типа, так и хочется сказать: алло, это я тебе плачу за твою работу, что ты на меня бросила и скосила? Ну сюда иди. Мне Это всегда посольство? хочется. Нет. Так что, ребята, берегите себя, свои документы, чтобы лишний раз вам не приходилось просто идти и каждый раз, можно так сказать, Вымаливать. себе паспорт. Все. Но по итогу мы все сделали, мы молодцы, Да. и мы теперь свободны и можем идти гулять. Вот только начинается. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so Даю вам буквально несколько секунд для того, чтобы вы ответили мне на вопрос, куда едет турист первым делом, как только приезжает в Москву. Ноги, да. Пошел ты. and I've been quiet for so long. Конечно же, каждый турист отправится на Красную площадь, и мы не исключение. Мое лицо, когда за 7 лет я уже, наверное, расту. Я же, в свою очередь, на Красной площади была, наверное, раз 5 или 6, но каждый раз как будто в первый. I'm in need of a savior. Конечно же, первым делом мы сразу пофоткались, и фотки вы уже можете найти в моем инстаграме. I think too much, and Кто снимает это шедевры? Кстати, знаете ли вы, что установить точный возраст Красной площади не представляется возможным, потому что, судя по всему, ей около 500 лет. Или то, что Красная площадь и Московский Кремль включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока Надя там готовится для фотосессии, я хочу вам сказать, насколько тут холодно. Но мою сестренку это не остановит. Конечно, это не остановит. Что? I live in Moscow. No, I will soon live in Moscow, you know. So we like it here. Подожди, переведемся на русский. Так, совсем скоро мы сюда приедем. Я это- тут уже 7 лет живу. Мы, Я? это значит, что я Где мой телефон? О, мой. Ой, соляночка. переедем и будем чаще встречаться с вами. You know. И прикинь, через несколько лет я такая собираю здесь фотку, и people around me like, ooh. Так, короче, история из жизни. Мы фотографировались. Подошел какой-то дед и говорит: Надя, вы такая красивая, давайте сфотографируем. что вы тут единственная красивая девушка. Нет, он просто меня с моим лицом побоялся попросить сфоткаться. Поэтому, короче, попросил Надю. Еще один интересный факт. Именно из торгового центра ГУМа в 1945 году диктор всесоюзского радио Юрий Левитан передал сообщение о победе над фашистской Германией.
Собор Василия Блаженного, возведенный по приказу царя Ивана Грозного, фактически не имеет аналогов во всем мире. Согласно легенде, архитектор, имя которого доподлинно неизвестно, был казнен сразу после завершения строительства по приказу Ивана Грозного. Сделано это было из-за опасений Ивана Грозного, чтобы архитектор не смог построить ничего лучше. Ну и, конечно, стоит знать то, что Московский Кремль является самой крупной крепостью во всей Европе. Ну что, Ноза, какое впечатление от прогулки со мной на Москве? Ноза! Камон! Ты можешь? Хорошо, да. Все хорошо, да, хорошо. Просто, если не одно но, на одной локации она фотографируется раз 20. Может, мне так тебя не Это хватает, не бро. круто. Мы сделали все возможные фото, даже попрыгали. Ноза сказала, что она не умеет прыгать. Я Ленина- умею, у меня очень короткие ноги просто. Ленина мы в который раз не увидели, потому что on vacation, my big bro. А в ГУМ мы зайдем? Все мои зарплаты не хватит, чтобы носочки там купить. ГУМ — это закрытая Ну, тема. хочешь, пойдем мороженое попробуем? Нет, я хочу Макфлури. Макфлури. Скажи пока. Киси-писи. Ноза! Подводя итог сегодняшней прогулки, я могу сказать только одно. Вы должны сами побыть на моем месте и прочувствовать всю эту атмосферу, пережить эти моменты и, конечно же, проникнуться историей. Ну а мы отправляемся домой, потому что у нас разбор полетов, документов и ночь чата. You are 28 and you're like 29 or 30, no? So me at 28, he is 29. No. Yeah, it's my guess. So I'm 25. And I'm 34. But you will- Make a guess. I think you are like maybe 20 and you're maybe Who? 20. He or she's 28? You are 22. Me? I think you are 22 and she is like 90. She's 18 and 25. No, I'm not too bad. I'm not too bad. 1 year is not too bad. И ты ему изменила? Ты что, совсем с дуба рухнула? Офигеть. Ты ему изменила? Кому? Кому? Она ему изменила. Я знаю. Я твоему парню рассказывал все. Ну, видишь, Вы как... знаете, кто ее парень? Святой Дух. Кому так ты изменяла? Да, она прикалывается просто. Да, изменяла. Я так и поверил. Такая красивая, может. Ну, видишь, и такая красивая даже парня нету. Некому изменять. Больше своей недели в Москве я вам снимать не стала, потому что это было довольно-таки скучно. Я бегала со своими документами и по семейным делам. И по итогу я решила снять последний день, когда мы отправились с Нозой уже домой вместе. Первый перелет вместе с ней на ее авиакомпании. Если честно, я даже не заметила, как пролетела эта неделя. Казалось, я только вчера здесь была. Вы просто вот угадайте, за кого мы опять пришли рано в аэропорт. Угадайте. Из-за самого пунктуального человека. Самый пунктуальный. Несмотря на то, что мы приехали очень рано до регистрации, нам было весело, потому что мы были вместе. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up. И вот мы уже у нашего выхода. Нам осталось дождаться автобусов и сесть на свой рейс. Человек сидит без билета тут и выделывается. Я тебя вообще не включу в свой влог. Ты не можешь, я там ключевую роль играю. Да, может мне еще назвать видео так? Да, но это ключевая роль. И все такие, Ноза, что это, лекарство? Таблетка? Еси. Короче, мы прошли регистрацию, мы просто сидим сейчас, ждем своего выхода, ждем второй автобус, который пойдет на посадку. И если все места не будут забиты, мы сядем. Если все места будут забиты, что мы сделаем? Это доля бортпроводников, доля бесплатных билетов. Ну как Почти. бесплатный? Но мы 50 за на бензин 50. только платим. Просто так как Ноза стюардесса, мы можем проехать С ее компанией? с ее компанией на скидки в 50%. И это Какие просто... 50, 25, чё? Просто все 50.
Подожди, моя математика. Ну вот так вот, вот так вот. Не Ну, математика. если считать, что в один пролет билет стоит 8 тысяч на одного, посчитай. То 8, 8, 16, а нам с тобой на 2 3 тысячи получилось. это еще больше, чем 50, мне кажется. Это 70, мне кажется. Короче, мы не математики, ну. Короче, Но суть в том, что мы едем дешевле. This is the намного. 70, да? Угадайте, где мы? Когда в других ответах на автобусах, а нас на маршрут. Ой, это был маршрут. Ой, Надя, мы вместе сидим. Билеты получены, места заняты, и мы наконец-таки отправляемся к своему самолету. Кстати, действительно, пока ты не оказываешься с чем-то лицом к лицу, ты даже не осознаешь масштабность всего. Я также успела застать место, которое называется кладбище самолетов. Это самолеты, которые не подлежат ремонту. Печально, но с большими воспоминаниями. Ну а мы готовы подняться на борт. Эх, если бы не солнце, мы бы застали пилотов. Увы и ах. Мы заняли свои места, удобно расположились и готовились к взлету. Я, конечно же, нервничала, но на этот раз рядом со мной была сестра, и я смотрела на нее и успокаивалась. Ну и, конечно, угорала над ней. Куда же без этого? Large electronic devices, overhead compartments. Угадайте, с кем меня угораздило сидеть? С симпатичными парнями. Да-да, удача была на моей стороне. We are alive. Yep, yep. It's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. А на этот раз нам пришлось постоять в очереди за своим багажом, который в итоге, как мы узнали, нам еще и сломали. Он остался без одной ножки. Короче, Ноза, как всегда, счастливчик по жизни. Смотрите, что случилось. Нам опять сломали чемодан. Любим, любим. Боже, дешевле дома себе. Осталось немного, и мы вылетаем из этого ада. Finally. Иногда даже не верится, что за какие-то 1,5 часа ты из одного города перемещаешься в другой, как будто меняя вселенные. Год назад там уже этот Хорошо, что стекло не сломалось, а там сейчас сказала телефон купить. А был бы на 10-м где-то, на 12-м айфоне, да, конечно. Something beautiful, something beautiful. Ну что, гайз, я уже успела даже сходить в душ. Этот день наконец-таки подходит к концу. За этот полет я почему-то устала больше, чем за тот мой первый. Но все прекрасно, все хорошо. Я теперь со своей сестрой, со своим братом. Мама скоро приедет. И я безумно довольна всем, что происходит в моей жизни. Я благодарна каждому моменту, потому что все, что не происходит в нашей жизни, это все не случайно. Верьте в приметы, верьте в себя, верьте во вселенную. Ну а я прощаюсь с вами и очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Если это так, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. Ну а я обнимаю каждого, обожаю каждого. Всем пока-пока!